Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, сегодня у нас 28 июня, вторник, и это день отличных идей и удачных экспериментов. Обязательно сегодня проведите простую практику с водой. Обязательно умойтесь и скажите одни слова для того, чтобы убрать печаль, проблемы, неприятности из своей жизни и в то же время привлечь изобилие, достаток и благополучие перед новолунием. Итак, сегодня вы можете браться за любые дела. Также сегодня многие из нас будут легко, быстро всему учиться. А также в этот день, пожалуйста, сделайте то, что вы давным-давно задумали. Постарайтесь в последний день перед новолунием завершить все свои дела. Также сегодняшний день будет удачен и для тех людей, кто старается реализовать именно свои, а не чужие идеи. День также будет и удачен в плане установления гармонии в отношениях. Это будет касаться и профессиональной сферы, и так и сферы личных общений. А вот разговоры с вашими друзьями принесут такие впечатления, которые никогда вам такого не приносили. Также в этот день, пожалуйста, будьте снисходительны к окружающим. Не ждите от них сегодня очень многого. Не все могут сейчас соответствовать вашим высоким требованиям. Простите их за маленькие слабости, если эти люди вам очень дороги. Чем раньше вы сегодня определитесь со своими приоритетами, отделите главное от второстепенного, тем удачнее и проще пройдет у вас сегодняшний день. Этот день совсем не подходит для того, чтобы рисковать, многое ставить на карту, а также пользоваться сомнительными методами. В этот день у многих людей возрастет интерес к политике и общественной жизни. Добиться успеха на этом поприще вам поможет ваша интуиция, она вас сегодня точно не подведет. Хорошее время для общения с иностранцами, с высокопоставленными лицами, с инвесторами, с руководителями. Также вам сегодня могут предложить организовать какой-нибудь общественный или творческий проект, фонд или волонтерское движение. В этой роли вы сможете проявить себя отличным организатором и сумеете раскрыть себя уже в новом качестве. Однако будьте готовы к тому, что в вашем окружении могут появиться сильные конкуренты и соперники, которые будут проверять вас в первую очередь на прочность. Поэтому очень важно, чтобы вы отстаивали свои позиции, тогда обязательно у вас все получится. Также сегодня отличный день для того, чтобы проявить инициативу. Сегодня можно поделиться какими-то своими идеями на работе или предложить друзьям заняться совершенно чем-то новым. При этом вас поймут и поддержат. Многие планы, которые вы прежде считали почти фантастическими, окажутся в этот день очень удачными, и вы начнете воплощать их в жизнь. У вас появится возможность научиться чему-то новому. Благодаря информации, полученной сегодня, вам будет проще справиться с делами, которые прежде отнимали у вас много времени и сил. Сегодня вы то и дело беретесь за разные дела, но гораздо чаще, чем обычно. Бросаете их, не доведя до конца. Иногда вам приходится тратить время на решение чужих проблем, и это отнюдь вас не радует. Часто раздражают и критические замечания, непрошенные советы. Но все может измениться к лучшему, если вы не побоитесь реализовать смелую идею, которая у вас появится уже во второй половине дня. Возможно, вы не перевернете мир, но определенно приблизитесь к достижению давно поставленных целей. Вы сегодня готовы к решительным действиям и не боитесь трудностей. Вас готовы поддержать и близкие люди, так что воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы взяться за какой-то перспективный проект или довести до блестящего финала важное и сложное дело. Вы открыты для всего нового и можете изменить свою точку зрения на многие вещи. Вам удается сегодня учиться на чужих ошибках и не совершать собственных. Вы человек обязательный, и многие захотят привлечь ваше внимание и завоевать симпатию.
Совсем не исключено и начало романтических историй или дружеских отношений, которые смогут украсить вашу жизнь. Сегодня вы сможете добиться успеха в работе, если будете сосредоточены на ней, не станете тратить время на пустые разговоры и размышления на отвлеченные темы. Сегодня многие проявляют интерес к вашим делам, но он сегодня бескорыстен. Найдется немало желающих использовать ваши знания и умения в своих собственных интересах. Чем дальше вы будете держаться от таких людей, тем меньше переживаний и неприятных моментов будет в вашей жизни. Вам едва ли удастся быстро улучшить свое финансовое положение или стремительно подняться по карьерной лестнице, оставив своих конкурентов далеко позади. Куда, вероятнее всего, вам придется заниматься сегодня какими-то мелкими и скучными делами, а также решать однообразные задачи и довольствоваться скромными успехами. Будьте к этому готовы и почаще напоминайте себе, что такой период продлится недолго и вскоре станет гораздо вам интереснее. Сегодня очень нежелательно обсуждать финансовые вопросы и профессиональные дела с малознакомыми людьми. Излишняя откровенность может обернуться неприятностями для вас. Также сегодня благоприятный день для общения с людьми, на которых нужно произвести хорошее впечатление. Вы сможете продемонстрировать свои сильные стороны, ненавязчиво рассказать о своих победах. Также попытайтесь поделиться новыми идеями, и они наверняка помогут в их реализации. К любым встречам, которые запланированы на сегодня, нужно относиться очень серьезно. Стоит уделить внимание своему внешнему виду, потому что сегодня встречают вас по одежке. Деловые встречи, путешествия, реклама, политика – вот основные сферы, в которых вы можете сегодня принимать участие. Также этот день характеризуется широким многообразием возможностей. Вы можете дать другим людям вдохновение, сможете пробудить их талант и вовлечь в процесс на взаимовыгодных условиях. Сегодня очень полезно общение с людьми, которые смотрят на жизнь философски, в то же время не паникуют, если что-то идет не так. Подходящий день сегодня и для учебы, поиска и анализа информации. Часто выводы, которые вы делаете, удивляют окружающих своей оригинальностью и точностью. Неудивительно, что многие обращаются к вам за советами. Но в какой-то степени вам нужно быть в этот день мудрым и сосредоточенным всех тех моментов, которые касаются отношений с близкими людьми. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 28 и 29 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Рак. Обращаем ваше внимание, что сегодня хоть и достаточно гармоничный, спокойный день, но все-таки накануне новолуния жизненный тонус у людей понижается, поэтому могут сегодня проявляться хронические заболевания, какая-то апатия, депрессия. Постарайтесь потратить это время исключительно на решение вот каких-то самых необходимых житейских вопросов. Также в этот день постарайтесь быть только позитивными и старайтесь искать во всем только хорошие и благоприятные перемены. Конечно же, сегодня на счастье и на благополучие пекут блины, пироги, хлеб и обязательно едят всей семьей. Также вы можете сварить и кашу на изобилие, а вот мясо и алкоголь в этот день, друзья, под запретом. Как мы уже сказали, сегодня последний день перед новолунием. Новолуние у нас с вами будет уже 29 июня в знаке зодиака Рак. Новолуние само будет в 4 часа 52 минуты по московскому времени. Именно важно в этот день очистить себя от любых проявлений негатива и привлечь изобилие, достаток и благополучие. Поэтому сегодня на протяжении всего дня, в любое время, когда вам будет удобно, умойтесь хорошенько водой, если вы любите с гелем каким-то или с мылом, с пенкой, и скажите следующие, вот намыльте и скажите следующие слова: смываю с лица печаль бедности да покров нищеты.
Далее, когда вы смоете именно эту воду, скажите следующие слова, когда уже будете, знаете, споласкивать свое лицо. Привлекаю радость до богатства, дабы не видать мне неприятностей до безденежья. И в конце, когда уже будете вытирать свое лицо полотенечком, скажите следующие слова: «Сила во мне, истина». Вот такая практика. Рекомендуем вам провести именно сегодня, в этот день, перед новолунием, для того, чтобы подзарядиться правильно энергией изобилия и достатка. Всем желаем прекрасного дня, прекрасных взаимоотношений, а также надеемся, что этот день пройдет для вас легко и благополучно.